Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале Easy Russian. Сегодня со мной произошла очень странная ситуация. В фитнес-клубе я разговаривала с одной девушкой, которая, узнав, что я русская, округлила глаза и спросила меня: как тебе удалось отпроситься в фитнес-клуб? Ты же русская! У вас же там, ого-го, женщины-то они у вас дома там сидят. Они вообще ничего не делают. Я слышала, что у вас там вообще просто мужчины доминируют, они запрещают вам все. В общем, обрисовала мне типичную картину патриархата. Патриархат – это такой уклад жизни семьи, где главный мужчина. Сказать, что я была удивлена, это ничего не сказать. Я решила прояснить ситуацию для всех, кто думает о том, что в России женщины все у нас просто молчат в тряпочку, ничего из себя не представляют и всякое такое. Конечно же, сразу скажу, что все зависит от воспитания, от семьи, в которой воспитывалась девочка, ну и, конечно же, от личного мировоззрения человека. Конечно же, остались семьи, где главный мужчина. Но таких семей сейчас становится все меньше, так как женщина чувствует свою значимость, у нее есть право голоса. Совсем недавно его не было вообще. У нее есть право выбора, как прожить свою жизнь, а не подчиняться сценарию, который был у ее прапрабабки, прапрапрапрапрабабки, в общем, всех ее предков, которые всю жизнь сидели дома, растили детей и обхаживали своего мужа. К тому же многие бытовые вещи сейчас облегчены. Практически в каждом доме есть посудомоечная машина. Не надо стоять у раковины и намывать тарелки 2 часа после прихода гостей. Есть стиральные машины, то есть не надо ходить на речку с ведрами грязной одежды, полоскать ее там в этой речке, потом отбивать ее камнем, чтобы пятна все рассосались, потом еще увешивать это все во двор, чтобы все это висело и сушилось. Нет, у нас есть сушилка сейчас. Вынул постиранные вещи из стиральной машинки в сушилку, закрыл, полчаса, все сухо, прекрасно. Роботы-пылесосы, мультиварки, в общем, жизнь реально стала намного легче, чем даже у наших мам. Для того, чтобы растить детей, у нас есть памперсы. Раньше не было памперсов. Наши мамы шили какие-то многоразовые подгузники. Они стирали пеленки целыми днями. Вы представляете, насколько было сложнее растить детей реально вот 20 лет назад? Я не знаю, как в Америке, но в России 20 лет назад о памперсах вообще, может быть, и слышали только богатые люди или те, кто жили в Москве. Те, кто жили в провинции, то есть провинция – это города за пределами Москвы. Это уже провинция. Провинции о подгузниках слыхом не слыхивали вообще. И либо у людей не было просто денег на то, чтобы их купить можно было. Также есть второй тип семей – это матриархат, где всем правит жена. Женщина, которая из коня на скаку, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Однако половина семей в России сейчас имеет партнерские отношения, то есть мужчина и женщина на равных. В таких семьях не делятся обязанности на чисто мужские и на чисто женские. То есть, например, мужчине, если не сложно, он может погладить свою рубашку перед работой, для того, чтобы жена немножко отдохнула, например, утром поспала лишние полчаса. Они не будут говорить: если ты женщина, то ты должна мыть посуду, даже если ты при смерти, даже если у тебя температура 40. Я не встану за раковину. Нет, ты должна это делать, потому что ты женщина, а я мужик, я этого делать не буду. Я подниму тебя полумертвую, поставлю тебя перед мойкой, потом еще заставлю тебя борщ мне сварить. Во как! Только попробуй мне этого не сделать. Таких мужчин в России уже, мне кажется, не осталось. Ну и плюс, если такое скажет мужчина, у которого в семье жена главная, то он рискует схлопотать скалкой по голове. Россия шагает в ногу со временем в плане восприятия женщины как полноценного члена общества. Конечно же, у нас есть традиции, и каждая мама все равно учит свою дочку готовить, убираться, потому что эти навыки, конечно же, обязательно пригодятся девочке в жизни, в будущем. И эти навыки, конечно же, не превратят повзрослевшую девочку в домохозяйку без права голоса. Это дань традициям.
Женщина в России сейчас имеет такие же права, как и мужчина. Итак, друзья, я надеюсь, что я развеяла этот миф о том, что русские женщины никто, и звать их никак, они сидят дома и ничего не делают, и подчиняются своему мужу-тирану. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте видео к себе. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!